Дорогие наши друзья, подписчики, всех приветствую с королевства Таиланд. И сегодня мы хотим познакомить вас с интересным отелем, который расположен на острове Панган и называется Он Сантья Resort. Отель вообще по своей сути уникальный. Он расположен прямо в джунглях. Очень много зелени, очень красиво. Также у отеля есть своя собственная бухта, где отдыхают только гости. Самая главная фишка, у него максимально тайский стиль. Все выполнено из дерева, ручная работа, шикарные номера, очень красивые локации. Мы все вам обязательно покажем. И предлагаю не терять ни минуты, а отправляться смотреть его. И, собственно, предлагаю начать осмотр с ресепшн. Кстати, посмотрите, вот такой гонг. Так встречают гостей, приветствуют, я бы сказала, гостей отеля Сантья. И проходим с вами в зону ресепшн. Уже здесь видно, как все интересно выполнено из дерева. Посмотрите, гостей встречают массажем. Так выглядит ресепшн, где гости отеля заселяются. Здесь есть особенность заселения в отель с 3 часов дня. Это тоже нужно учитывать. Небольшой ресепшн такой открытого типа. И сразу плавно перетекающий в ресторан, где проходят завтраки. Так как территория в отеле очень большая и находится она на гористой местности, посмотрите, по всей территории курсируют вот такие баги бесплатные. И они вас могут доставить от основной зоны, где расположен ресепшн и бассейн, до вашего номера, либо до вашей виллы. По территории расположены остановки, где вы можете дождаться свой багги, либо можно заказать его по телефону, позвонив на ресепшн. Вот на таких машинках мы сейчас поедем до своего номера. Заходим. Все тоже в деревянном стиле. Эксклюзивно. Красота. С ветерком. Ехать нам, буквально, наверное, минутку. Баги постоянно здесь стоят, то есть мы еще за несколько дней не встречали такого, чтобы ты подошел и ждал их. Постоянно они стоят, 1, 2, 3, поэтому проблем уехать совершенно никаких нет. Обратно мы, как правило, ходим пешочком, потому что это уже дорога с горки, совсем не тяжело, плюс здесь очень много растительности, постоянно тенечек. Вот есть туристы, кто пешочком ходит, но здесь есть номера, которые поближе к ресепшену расположены. Мы живем практически на самой горке. Ну и, конечно же, рум-тур. На номере я хочу заострить отдельное внимание. Вы просто посмотрите, насколько это красиво. Во-первых, весь номер из дерева, то есть деревянное все, стены, потолок. И все сделано из натурального дерева. Посмотрите, какая красота. Чисто тайский стиль. Мне кажется, мы будем здесь себя чувствовать прям по-царски. Ну, давайте к делу. Что мы здесь с вами имеем? Двухспальная кровать
Категория номера у нас вообще Supreme Deluxe. Разные номера, естественно, есть в отелях. У нас идет 1 двухспальная кровать и 1 доп. Место. То есть можно, например, 3-го человека для ребенка это место использовать. Такие шикарные балдахины. Мне, конечно, хочется сразу показать вам вид, но давайте постепенно. Что у нас есть в номере? Предоставляется, посмотрите, какая классная пляжная сумочка брендированная. Также здесь есть 2 зонтика, потому что дождики, как ни крути, бывают часто. Дальше мы с вами идем. Здесь у нас водичка, в ванной комнате тоже вода, чайные принадлежности. Телевизор, понятно. Такое вот место. Оно может быть как рабочей зоной, так и для создания красоты. Тоже посмотрите, все из дерева. Очень красиво. Ну, я на самом деле в таком отеле первый раз такого стиля. И балкон. Очень просторный балкон. Посмотрите, какие у нас потрясающие виды. Вид на море, на зелень. Обалдеть. Очень красиво. Вообще весь отель, когда только заезжаешь, заходишь, то есть на ресепшн, все пахнет лимонграсс. Лимонграссом очень-очень вкусно. Ну и виды, конечно, сами видите. Стол, стулья тоже все из дерева. Такая вот красивая арка. Жалко, не солнечно. Но я думаю, что все равно видно, что это очень необычный интересный номер. Сразу забыла вам показать. Посмотрите, какие симпатичные халаты в тайском стиле. На самом деле это очень редкость. Обычно всегда халаты банные белые, а здесь вот такие вот стильные. Я думаю, фотки будут очень интересные в нем. И смотрим ванную комнату. Обалденный здесь запах, лимонграссом все пахнет. Здесь также много изделий из дерева. Комплементарно ставится водичка. Лосьон. Здесь есть душ. И ванная. Друзья, сейчас я вам покажу одну из категорий номеров. Это вилла с собственным бассейном. Здесь сейчас проводят уборку. Ну, посмотрите, какая приватная территория. Достаточно просторный бассейн, очень красивый. Получается, есть терраса. Тоже просторная. Здесь джакузи. Вообще классный номер. И получается шезлонги. Вот так выглядит вход в виллу. Сам номер примерно, ну, практически такой же, как и наш. Поэтому я не стала заходить снимать. Друзья, ну а мы сейчас с вами вышли с номера и отправляемся прогуливаться по безумно красивой территории. Отель вообще расположен прямо в джунглях. Территория, особенно для Таиланда, просто нереально огромная. Сейчас вы сами это оцените, всю зелень, красоту этого места. Сейчас, кстати, по пути нам встретился фитнес-зал. Давайте зайдем в него, посмотрим, потому что на самом деле для многих туристов это очень важно. Сейчас мы с вами зайдем, разуваемся. О, кстати, посмотрите, какой большой фитнес-зал. Здесь так свежо. Я небольшой специалист, но мне кажется, достаточно много здесь тренажеров, различных вариантов, потому что была в многих отелях Таиланда. Не каждый отель может похвастаться таким большим количеством тренажеров. И очень просторная такая комната. Как правило, они гораздо меньше. Ну и заниматься с видом красивым на зелень очень, я думаю, комфортно. Такая красивая, замечательная дорожка от ресепшн ведет, получается, к пляжу и к бассейну. На самом деле здесь не так сложно
спускаться, не так страшны эти ступеньки. Везде, посмотрите, по территории такие интересные фигурки. И вообще очень красиво, все в зелени. Вот там виднеется уже бассейн основной. Он для всех туристов, кто отдыхает в этом отеле. И вот начинается такой каскадный бассейн. По всей территории расположено очень много разных лавочек, интересных зон, где можно посидеть, отдохнуть в тенечке. Сейчас подойдем с вами к бассейну, к морю. То есть буквально от ресепшн мы дошли за 2 минутки до бассейнов. Смотрите, шезлонги, зонтики, достаточно комфортные, мягкие. Пляжные полотенца, естественно, предоставляются для гостей бесплатно. И это получается основной бассейн прям с видом на пляж, на море. Сейчас утро, туристов еще нет. В основном все на завтраке. Вот в этом месте Савадика можно взять пляжные полотенца и отправиться на море. Также вот такие есть кабаны для отдыха с видом на море. И вот, собственно, бухта, про которую я говорила, где купаются гости отеля Сантья. Здесь больше никого не будет, кроме проживающих. У нас вчера, друзья, был сильный ливень. Соответственно, сегодня море волнуется и прибило немного мусора. Но это, как правило, какие-то ветки от деревьев, листья. И, как можете видеть, ребята с утра уже наводят порядок. Здесь тоже, смотрите, достаточное количество шезлонгов. Есть мойка. Такая вот красота. Ну и пляж, конечно же, песочек. На территории отеля, помимо основного ресторана, где проходят завтраки, есть еще 2 ресторана, где можно пообедать и поужинать. Вот один из них. Здесь очень такой красивый вид открывается с ресторана на бухту. Также, друзья, еще один важный момент. Так как здесь бухта уединенная и кажется, что выйти отсюда некуда, но на самом деле это не так. И, кстати, вот по дороге сейчас мы идем, я вам расскажу. Здесь вот есть еще второй ресторан, про который я вам говорила. И здесь есть, смотрите, вот где мы видим сейчас с вами камни, там есть проход к следующему пляжу. А следующий пляж, прошу прощения, он уже с более развитой инфраструктурой. То есть там есть кафе, магазинчики, массажные салоны, ну то есть, в общем, вся тайская инфраструктура. Я не могу вам сказать, что это супер. Здесь, конечно, лакшери дорога, но в целом, в теории, мы вчера раза 3 уже ходили по ней нормально. Там типа ступенечки из камней, ничего страшного нет. Буквально по камешкам пройти 2-3 минутки, и там вы уже идете вдоль моря. Если будет возможность, я вам сниму эту дорогу. И вообще сейчас, ну так как волны, опять же повторюсь, небольшой прилив, этим пляжам присущи отливы, но на самом деле незначительные, то есть это буквально 2-3 метра, но даже в отлив можно спокойно купаться. И, друзья, что касается отдыха с детьми, вот как можете видеть, идут с малышом. Отдых с детьми здесь, конечно же, возможен. Здесь есть детский бассейн. И также по меню тоже я оценила в ресторане. Здесь есть и для деток большой выбор покушать. Также есть детские стульчики. В общем, с этим вопросов нет. Конечно же, никакой анимации здесь в отеле не будет. Это тоже нужно учитывать. Ну и также хочется по услугам еще рассказать, что здесь на самом деле большой спектр. Здесь у нас идут экскурсионные, да, программы, то есть либо просто трансфер можно заказать себе. Фитнес-центр, йога здесь есть. Также вот я вам говорила про
трансфер до Самуи. Здесь проводят на территории отеля мастер-классы по приготовлению различных кухонь. Также, смотрите, можно заказать такой романтический ужин прямо на берегу, на закате. Каяки, ну и рум-сервис, то есть заказ блюд в номер тоже здесь имеется. Несмотря на то, что здесь рядом не так много инфраструктуры, в самом отеле масса вариантов, как провести свой досуг. Дорогие друзья, всем доброе утро! Мы отправляемся на завтрак, и сейчас я вам сниму обзор. Завтраки здесь очень хорошие, мы вчера уже на них были, поэтому с вами обязательно поделюсь. Ну и начнем обзор завтрака. Здесь у нас идет станция, где готовят яйца в разных вариациях, то есть омлет, жареные яички. Также вам могут сделать здесь яйцо пашот, вот здесь, с беконом и соусом. Вареные яички, здесь у нас сосиски, тушеные помидорки, здесь 2 вида бекона. В этом месте можно взять разные виды напитков. Здесь молочко. Здесь рядом стоят 2 кофемашины, что очень удобно. Чай, кофе, все это есть. Здесь есть холодный шоколад, холодный чай и кофе. Также свежее молочко. И посмотрите, здесь даже есть лед. Красота. Большой выбор фруктов. Папайя есть. Кстати, очень вкусная, сладкая, ананас. Дыня, арбуз, все это есть. И посмотрите, как красиво вырезают из арбуза зелень. Сейчас мы с вами проходим. Йогурт. Да, 2 вида йогурта, кстати. Здесь получается несколько видов колбас, 2 вида сыра, 2 вида масла. Здесь у нас хлеб, сухофрукты. Также здесь булочки, можно сделать тосты, выпечка. И перейдем к горячим блюдам. Так, что у нас тут? Здесь у нас специи разные. Орешки, чили. Здесь кашка обычно. Вареный рис со свининой, то есть супчик. Так, фиш-соус. Рис, курочка с овощами. Здесь получается курица с овощами, с лапшичкой и овощи просто. И здесь азиатские пельмешки, тоже разные варианты. Есть и с креветками, есть сладкие, тоже очень вкусные. Завтрак в этом отеле на самом деле очень хороший, и блюда прям вкусные. Я думаю, вы сами по видео все это увидели. Все необходимое есть, но мы отправляемся на завтрак. Всем хорошего дня! Так, друзья, обещала вам показать дорогу от отеля до другого пляжа. Вот так она выглядит. Не сильно облагорожена, конечно, но какая есть. Идем. Вот, собственно, на тот пляж мы сейчас дойдем. Это очень-очень близко. Местами есть такие ступенечки. В принципе, криминального ничего здесь нет. Мы ходили даже в темное время суток. Буквально даже минутка, и мы попадаем с вами на следующий пляж, где уже инфраструктура более развита, и здесь уже больше отелей. Здесь расположен известный отель Анантара на берегу. Смотрите, какая красота. Ну и вот, собственно, соседний пляж. Тоже хороший, тоже песочек. Бухточка такая. И с этой стороны идут скалы, камни. И там наш с вами отель, где мы живем. Друзья, мы прошли по этому пляжу где-то минут 10, где заканчиваются эти красные зонтики. Это заканчивается отель Анантара. И сюда направо идет поворотик. Такое вот обозначение The Beach Club. Здесь отель
Буйраса. Мы, кстати, тоже в нем жили. Такой вот уютный здесь бар. И получается, мы выходим с вами на такую тенистую улочку. Здесь уже начинается туристическая инфраструктура прям сразу. То есть какие-то кафе. Дальше покажу вам, и супермаркеты есть, магазинчики. Все тут есть. Друзья, ну и как обычно, по традиции подводим итог по этому отелю. Мы здесь прожили уже 3 дня, и хочется рассказать вам свое мнение. Самый главный вопрос всегда у туристов, какая стоимость в этом отеле. Смотрите, конечно же, все зависит от сезонности, но вот в данный период времени стоимость за сутки начинается от 10-11 тысяч за категорию номера, в которой мы живем. Вы уже ее посмотрели, она действительно очень качественная и классная. Здесь есть такие номера делюксы в двухэтажных корпусах. Также здесь по территории очень много вилл. И, кстати, номер от виллы отличается не намного. Виллы начинаются по стоимости со своими бассейнами от 15 тысяч рублей. По плюсам пройдемся. Я очень оценила здесь сервис. То есть только с въезда в отель вас уже встречают доброжелательный персонал, который проводит вас на регистрацию. Также здесь есть свой личный ассистент, то есть при заселении в номер вы обмениваетесь контактами с персоналом, и если у вас есть какие-то вопросы, какие-то нюансы по номеру, вы в любое время суток можете написать этому человеку, который вам ответит. Они, конечно же, все англоговорящие, но есть Google переводчик, поэтому проблем с этим нет. Вторым плюсом я бы отметила замечательные завтраки. Друзья, завтраки для тайской пятерки прекрасные. То есть вы сами все это видели, вопросов у меня совершенно никаких нет. Помимо того, что большой выбор блюд, здесь все еще очень-очень вкусно. А к следующему плюсу я хочу отнести, это очень интересная, необычная территория отеля, инстаграмная, я бы сказала даже, да. Потому что здесь столько крутых локаций для фото, просто идешь по территории и с каждым кустиком, с каждой статуэткой хочется сфотографироваться, потому что действительно это необычно, это уникально, и таких отелей я не встречала. Ну, в Таиланде понятно, что я не все отели знаю, но тем не менее, где была, такого я не видела. Все в деревянном стиле, в тайском, очень красиво, очень ухоженно, ручная работа, то есть очень-очень в этом плане плюс. Также преимуществом в этом отеле тоже я замечу, здесь есть свой собственный пирс. И здесь гостей отеля от пирса возят до острова Самуи бесплатно. То есть это очень удобно. Вы можете буквально уехать утром, погулять и вернуться вечером в свой отель. Также от пирса вы можете проехать до других пляжей острова Панган. То есть вас отвезут, заберут, привезут, и всю информацию вы можете уточнить у своего ассистента. Он вам подскажет и по времени, и по стоимости. К примеру, до классного пляжа, который нам очень понравился, называется он Bottle Beach. Здесь на лодочке можно всего доплыть за 30 минут. Прикрепим ссылочку на обзор пляжей. Смотрите, обязательно, очень интересно. Ну и пройдемся по минусам. Здесь, смотрите, здесь слабо развитая инфраструктура. То есть она есть в пешей доступности, я вам уже рассказывала. Но это для тех туристов, кто любит выйти с отеля и бесконечно гулять, это, конечно, немного не то место. Также к минусам отнесу, опять же, для кого-то минус, для кого-то плюс. Здесь несовременный дизайн отеля, то есть он немного уже староват, на мой взгляд, но, тем не менее, все очень чисто, ухожено, и они постепенно реновируют территорию. То есть есть корпуса, которые закрыты на полную реновацию. Вообще, я считаю, что этот отель отлично подойдет для туристов, которые ищут спокойствие и уединение. Кому не нужны шумные тусовки, как на пляже Хадрин, кто хочет полного релакса, пожить в интересных в тайском стиле номерах, почувствовать на себе замечательный, еще раз отмечу, сервис,
Для спокойствия и уединения этот отель я однозначно могу вам рекомендовать. Ну и на этом, друзья, я заканчиваю наше видео. И если вдруг вы отдыхали в этом отеле, пишите в комментариях свое мнение, мне будет очень интересно почитать. Ну и, конечно, подписывайся на наш канал, ставьте лайки, будет очень много интересных видео. До скорых встреч в новых местах.